Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов. Кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. На центральные и северные регионы Казахстана обрушился мощный снежный циклон, вызвавший экстремальные метеоусловия в Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской областях. Сильнейшая метель, сопровождаемая порывами ветра до 29 метров в секунду, привела к практически нулевой видимости на дорогах и массовым заторам. В связи с угрозой безопасности жизнедеятельности власти регионов ввели режим повышенной готовности, полностью закрыв движение для всех видов транспорта на ключевых участках республиканских трасс, включая направления из Астаны в сторону Павлодара и Караганды. Штормовой ветер стал причиной многочисленных аварийных отключений электроэнергии в сельских населенных пунктах из-за перехлёста проводов и падения опор линий электропередач. В городах зафиксированы случаи срыва крыш со зданий, падения рекламных щитов и облицовочных панелей. Подразделения МЧС перешли на круглосуточное патрулирование заснеженных магистралей. Спасательные отряды на высокопроходимой технике проводят эвакуацию водителей и пассажиров из снежного плена в пункты временного обогрева, организованные в придорожных кафе и школах. В столичном аэропорту и авиаузлах Караганды и Павлодара из-за экстремального бокового ветра задержаны десятки рейсов. Синоптики Казгидромета предупреждают, что влияние циклона сохранится до конца суток 12 марта. При этом ожидается резкое понижение температуры, что приведет к сильному гололеду после завершения снегопада. В округе Канкаки в штате Иллинойс произошла разрушительная серия метеорологических событий, вызванная прохождением мощной суперячейковой грозы. Атмосферный фронт сформировал как минимум 4 торнадо, которые пронеслись через южные районы округа и продолжили свое движение в северо-западную часть штата Индиана. Наиболее тяжелые повреждения зафиксированы в районе Арома-Парк, а также в населенных пунктах Лейк-Виллидж и Уитфилд, где торнадо разрушили жилые дома и хозяйственные постройки, оставив за собой полосы поваленных деревьев и оборванных линий электропередач. Стихия сопровождалась выпадением аномально крупного града. В самом городе Канкаки были обнаружены градины диаметром до 15 сантиметров, что претендует на новый исторический рекорд для штата Иллинойс. Ледяная бомбардировка нанесла колоссальный ущерб частной собственности. Выбиты окна, пробита кровля зданий, автомобили превращены в решето. В ходе спасательных операций сотрудники экстренных служб извлекли мужчину, который оказался заблокирован в подвале своего полностью разрушенного дома. По счастливой случайности он отделался лишь легкими травмами. Несмотря на масштабные разрушения инфраструктуры, официальные медицинские сводки подтверждают отсутствие погибших и лишь несколько случаев обращений с незначительными ранениями. Для жителей, лишившихся крова или доступа к коммуникациям, власти оперативно открыли временный приют, где пострадавшим оказывается психологическая помощь и предоставляются предметы первой необходимости. В настоящее время в пострадавших районах работают оценочные комиссии и бригады энергетиков. При этом метеорологи предупреждают о сохранении риска нестабильной погоды в регионе Великих озер до конца недели. В японском городе Осака в ходе проведения плановых подземных канализационных работ произошел неординарный технический инцидент. В районе оживленной транспортной развязки из-под земли под воздействием колоссального внутреннего давления внезапно вырвалась гигантская стальная труба, длина которой составляла 27 метров, а диаметр 3,5 метра. Массивная конструкция на несколько метров поднялась над поверхностью дорожного полотна и замерла в вертикальном положении, немного не дойдя до пролетов действующей дорожной эстакады. Район происшествия был немедленно оцеплен полицией и специалистами муниципальных служб. По предварительной версии инженерной комиссии, причиной выхода трубы из-под земли стал резкий выброс сжатого воздуха или скопившихся газов в закрытом сегменте строящегося коллектора, что сработало по принципу поршня. В результате происшествия никто из рабочих и прохожих не пострадал.
На японском острове Кюсю зафиксирована фаза повышенной активности одного из самых непредсказуемых гигантов страны – вулкана Сакурадзима, расположенного в префектуре Кагасима. Согласно данным Метеорологического управления Японии, в течение суток в кратере Минами-Даке произошла серия мощных взрывных извержений, самое интенсивное из которых было зарегистрировано в предрассветные часы. Столб вулканического пепла и газа поднялся на высоту около 3200 метров над уровнем моря. Шлейф под воздействием ветра протянулся в юго-восточном направлении, накрыв пепельной завесой часть города Кагасима и соседний муниципалитет Тарумидзу. Извержение сопровождалось выбросом раскаленных вулканических камней, которые разлетались на расстояние до 1300 метров от эпицентра. Власти сохраняют в регионе 3-й уровень опасности по 5-бальной шкале, что подразумевает строгий запрет на приближение к подножью горы и нахождение в радиусе 2 километров от активных кратеров. Специалисты подчеркивают, что текущая активность укладывается в рамки долгосрочного цикла извержений Сакурадзимы, однако призывают население сохранять бдительность из-за риска внезапных, более мощных взрывов. В ночь с 11 на 12 марта небо над Анапой и соседними городами осветил яркий метеор. Вспышка была зафиксирована камерами видеонаблюдения и многочисленными очевидцами. По предварительным оценкам специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Полковской обсерватории, небесное тело вошло в плотные слои атмосферы на высоте около 80 километров и полностью разрушилось, не достигнув поверхности Земли. Эпицентр падения находился над акваторией Черного моря в нескольких десятках километров от береговой линии Анапы. Ученые оценивают диаметр метеороида в диапазоне от 30 до 50 сантиметров, однако не исключают и техногенное происхождение объекта, предполагая, что это мог быть космического мусора, на что указывает характер его фрагментации. Полет болида сопровождался характерным зеленоватым свечением, что говорит о наличии в его составе металлов, таких как никель или магний. Астрономы подчеркивают, что данное событие является локальным и не связано с крупными метеорными потоками, представляя собой случайное вхождение одиночного космического тела в атмосферу Земли. Международный аэропорт Пхукета 11 марта был вынужден временно прекратить работу единственной взлетно-посадочной полосы из-за серьезного авиационного инцидента с участием Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air India Express. Лайнер, выполнявший рейс из индийского города Хайдарабад, совершил крайне жесткую посадку. По предварительным данным, из-за избыточной вертикальной силы удара при касании произошло разрушение передней стойки шасси. Оба колеса носовой опоры полностью отделились от самолета. Лишившись управления, борт заскользил по поверхности полосы. На борту находились 140 человек, включая 133 пассажира и 7 членов экипажа. По официальным сообщениям администрации аэропорта, никто не пострадал. Инцидент вызвал сбой в расписании одного из крупнейших авиаузлов Таиланда. Администрация выпустила уведомление НОТАМ о закрытии полосы до 18:00 местного времени. В результате были задержаны десятки рейсов, а прибывающие самолеты перенаправлялись в аэропорты Краби и Суратхани. Технические службы аэропорта сумели переместить поврежденное судно с полосы только через несколько часов после установки временного комплекта колес. В Танзании, в городе Мванза, расположенном на живописном побережье озера Виктория, многочасовые тропические ливни спровоцировали масштабное наводнение. Интенсивные осадки привели к переполнению дренажных систем и резкому подъему уровня воды в местных ручьях, в результате чего ключевые дороги города превратились в бурные реки. Удар стихии пришелся на ночные часы. Сотни жителей оказались заблокированы в собственных домах. Сильнее всего пострадали низинные районы и неформальные поселения с плотной застройкой. Движение транспорта в Мванзе было практически полностью парализовано. Затопленные участки дорог стали непроходимыми для легковых автомобилей и городских автобусов. Потоки воды, смешанные с илом и мусором, нанесли серьезный ущерб малому бизнесу и частным домохозяйствам, уничтожив
уничтожили запасы продовольствия и повредили бытовую технику. Для эвакуации наиболее уязвимых групп населения из зон затопления местные власти направили команды спасателей. В ряде районов зафиксированы аварийные отключения электроэнергии из-за подтопления трансформаторных подстанций и падения деревьев на линии электропередач. Официальные данные о пострадавших уточняются. Метеорологическое агентство Танзании предупреждает о сохранении высокой влажности и риске новых штормов в регионе Великих озер до конца недели. В округе Аль-Давадми, расположенном в провинции Эр-Рияд в Саудовской Аравии, после серии грозовых штормов обширные территории пустынного плато оказались покрыты плотным слоем града. Аномальные осадки, превратившие засушливый ландшафт в заснеженную равнину, стали кульминацией периода высокой атмосферной нестабильности, который наблюдался в центральном регионе королевства в течение последних нескольких дней. По сообщениям Национального центра метеорологии, интенсивное выпадение града сопровождалось порывистым ветром и резким понижением температуры воздуха и привело к временному параличу движения на региональных трассах, связывающих Аль-Давадми со столицей. Водители были вынуждены останавливаться на обочинах из-за практически нулевой видимости и скользкого покрытия. Сообщается о значительном материальном ущербе, нанесенном частному сектору и фермерским хозяйствам. Ледяная бомбардировка повредила теплицы, солнечные панели и автомобили, а также привела к гибели части поголовья скота, находившегося на открытых пастбищах. Синоптики подчеркивают, что подобные экстремальные проявления погоды в марте связаны с активным столкновением влажных воздушных масс из Красного моря и холодного фронта с севера, и предупреждают, что риск повторных грозовых очагов в районе Эр-Рияда сохранится до конца недели. На острове Реюньон в Индийском океане продолжается активная фаза извержения одного из самых непредсказуемых щитовых вулканов планеты – Питон-де-ла-Фурнес. Лавовый поток, вырвавшийся из трещины на восточном склоне в районе андезитового плато, продолжает свое медленное, но уверенное продвижение в сторону океана. Согласно последним данным наблюдений вулканологической обсерватории Питон-де-ла-Фурнес, фронт раскаленной массы в настоящее время находится на расстоянии примерно 1600-1700 метров от стратегически важной национальной дороги РН-2. Ученые заявляют об отсутствии немедленной угрозы инфраструктуре и прибрежным поселениям. Скорость продвижения лавы заметно снизилась из-за более пологого рельефа в нижней части склона, однако внутри лавовых трубок сохраняется высокая температура и стабильное давление, что поддерживает подпитку фронта. Власти Заморского департамента Франции сохраняют режим повышенной готовности. Доступ общественности в зону извержения и к кальдере Энкло-Фуке остается строго ограниченным из-за риска выбросов токсичных газов и внезапного обрушения свежих лавовых корок. На фоне резкого вторжения холодных воздушных масс из Южной Европы обширные территории алжирских провинций Сиди-Бель-Аббас, Наама и Тлемсен оказались под слоем снега. Наиболее интенсивные снегопады зафиксированы в высокогорных районах, где нетипичные для начала весны осадки превратили засушливые ландшафты в зимние пейзажи. Выпадение снега, местами достигавшее 5-10 сантиметров, привело к серьезным перебоям в движении транспорта. На ряде участков национальных трасс, связывающих западные вилоеты с прибрежной зоной, движение было парализовано из-за гололедицы. Национальное метеорологическое управление заранее объявило оранжевый уровень погодной опасности, предупредив о падении температуры до отрицательных значений в ночные часы. Подразделения гражданской обороны и дорожные службы Алжира были переведены на усиленный режим работы для расчистки ключевых перевалов и оказания помощи автомобилистам, заблокированным на заснеженных трассах. Несмотря на трудности на дорогах, многие местные жители восприняли события с восторгом, массово выезжая в горы для прогулок. В свою очередь, аграрии выражают серьезную обеспокоенность судьбой цветущих плодовых деревьев, для которых столь резкое похолодание и тяжесть мокрого снега могут стать губительными.
В южной части Эфиопии, в зоне Гамо, проливные дожди вызвали разрушительные наводнения и серию мощных оползней. По официальным данным местных властей, стихия унесла жизни по меньшей мере 64 человек, при этом еще десятки жителей числятся пропавшими без вести. Потоки грязи и камней уничтожили сотни жилых домов и объектов инфраструктуры, фактически стерев с лица земли несколько отдаленных деревень. В зоне бедствия парализовано транспортное сообщение, основные дороги заблокированы оползнями, а мосты разрушены вышедшими из берегов реками, что крайне осложняет проведение поисково-спасательных операций и доставку гуманитарной помощи. Администрация региона направила в пострадавшие районы дополнительные отряды спасателей и медицинские бригады, однако работа осложняется непрекращающимися осадками и сохраняющейся угрозой новых обвалов. Тысячи выживших, потерявших кров и имущество, остро нуждаются в чистой питьевой воде, палатках и медикаментах. Власти провинции Южная Эфиопия объявили о создании оперативного штаба и призвали международные организации оказать срочную поддержку для минимизации последствий одного из самых смертоносных паводков в истории зоны Гамо. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.